Сегодня ни для кого не секрет, что мы живем в эпоху глобальных перемен, которые инициируются определенной группой лиц, ведущих нас к апокалипсису. Министерство обороны Австрии недавно выпустило предупреждение, в котором высказало опасения по поводу бессрочного отключения электроэнергии. Вооруженные силы Австрии оказались правы в своих последних прогнозах относительно рисков национальной безопасности, включая события, которые начались в 2020 году. Теперь военные эксперты предупредили о масштабном отключении электроэнергии на неопределенный срок. Вопрос не в том, будет ли большое отключение электричества, а в том, когда, заверила консервативный министр обороны Австрии Клаудиа Таннер. Блэкаут, как они его называют, приведет к тому, что перестанут работать светофоры, банкоматы, телефоны, интернет и другие сервисы, что свидетельствует о крайней зависимости от оцифровки данных и ежедневной потребности в этих устройствах. Менее развитые страны также будут иметь серьезные последствия, поскольку они могут остаться без электричества на долгое время, а тысячи пациентов могут просто остаться без систем жизнеобеспечения. Неужели нам готовят глобальное отключение электричества? Итак, как известно, первые лица государства голословных заявлений не делают. И вот о чем высказался австрийский министр внутренних дел Карл Нехаммер. Отключение электроэнергии – одна из величайших угроз для современных государств. Соглашение о сотрудничестве, подписанное сегодня между Федеральным министерством внутренних дел и EPG, гарантирует, что безопасность и порядок могут быть максимально обеспечены в случае отключения электроэнергии, написал 27 сентября 2021 года в своем твиттер Карл Нехаммер. Эксперты из Австрии запустили информационную поддержку, в которой они дают жизненно важные советы о том, что необходимо иметь под рукой на случай события такого масштаба: топливо, свечи, батарейки, консервы и питьевую воду. Что делать, когда ничего не работает? Когда нет ни воды, ни электричества. Крупное отключение электроэнергии имеет огромные последствия. С помощью этой кампании они намерены повысить осведомленность граждан и дать ценные советы. В настоящее время эксперты не определили приблизительную дату, когда это может произойти, но Австрия стремится быть полностью готовой к 2025 году. Подобное отключение электричества может произойти в глобальном масштабе из-за вероятности мощной солнечной бури. Крупные солнечные вспышки и солнечные бури способны погрузить нашу технологическую цивилизацию в каменный век. Итак, судя по тому, что австрийскую общественность официально готовят к подобному варианту развития событий, то, скорее всего, в планах элиты есть нечто подобное. А теперь давайте подробнее разберем, что нас ожидает при таком сценарии. Итак, полное отключение электричества далеко не самый распространенный сценарий конца света в популярной культуре. Его с отрывом опережает ядерная война, различные эпидемии и экологические катастрофы. И это странно, ведь на самом деле исчезновение электроэнергии – пугающе реалистичный сюжет. Современная цивилизация не может существовать без электричества. Именно благодаря электричеству функционируют фабрики, больницы, банковские дата-центры. Но электрические сети – предельно хрупкие системы, крайне уязвимые к неполадкам. Доказательств тому масса. Достаточно вспомнить, как два неудачно упавших дерева обесточили всю Италию почти на сутки. По мнению ученых, по мере разрастания электрических сетей, их хрупкость будет только возрастать. В будущем подобные инциденты будут случаться чаще. Но что произойдет, если электроэнергия исчезнет вообще на всей планете? Вероятность этого не так уж велика, но она есть. Для того, чтобы понять, что будет, если исчезнет электричество, давайте ответим на вопрос, как его производят. Есть два вида электростанций – топливные и «зеленые» в кавычках. И даже такое, на первый взгляд, сложное устройство, как атомная электростанция, работает по сути по принципу кипятильника. Выделяемое во время ядерной реакции тепло кипятит воду, превращая ее в пар. И этот пар приводит в действие турбину, вращающую генератор. В основе производства электроэнергии находится электромагнитная индукция. Турбина заставляет проводник вращаться в магнитном поле. Во время этого в проводнике возникает напряжение и электрический ток. И даже возобновляемые источники энергии, гидроэлектростанции и ветряки,
работают по похожему принципу. Просто в этом случае турбины приводятся в действие с помощью воды или ветра, а не пара. Соответственно, никакое топливо им не нужно. Правда, особняком стоят солнечные панели. В них используются совершенно иные методы. Их изучает гелиоэнергетика. Интересный факт. 4 страны в мире полностью перешли на производство возобновляемой электроэнергии. Албания, Исландия, Парагвай и Демократическая Республика Конго. В России же общий процент вырабатываемой зеленой энергии составляет 16,9% по данным на 2016 год. Есть два способа лишить человечества электричества: уничтожение сети электроснабжения и мощнейший электромагнитный импульс. На первый взгляд кажется, что первый сценарий совсем уж невозможен. Электрические сети децентрализованы, а современная цивилизация позволяет быстро устранить неполадки. Но на деле это не совсем так. Некоторые исследователи считают, что чем больше на планете электростанций и проводов, тем более хрупкой становится сеть электроснабжения. Чем больше становится система, тем более непредсказуемым становится любой наносимый ей урон. Децентрализованность энергосетей играет с ними злую шутку из-за отсутствия единого центра управления. В частности, это связано с тем, что электросетевые компании относятся к частному сектору и неохотно обмениваются друг с другом информацией. Иногда даже небольшие повреждения могут привести к серьезным последствиям. Например, в 2012 году в Индии произошла неполадка, которая почти на 2 дня лишила половину страны энергии, нанеся огромный ущерб экономике и нарушив распорядок жизни миллионов людей. Эксперты во всем винят приватизацию энергетического сектора. Компании не хотят выделять ресурсы на поддержание в сети резервных мощностей, которые могли выступить этакой подушкой безопасности во время форс-мажоров. А еще, как считают некоторые исследователи, изменения в климате со временем могут помешать зеленым электростанциям должным образом вырабатывать ток. За последние 10 лет из-за нехватки дождей гидроэлектростанции в Кении, Индии, Танзании и Венесуэле не справлялись, что тоже приводило к таким отключениям. Тревогу ученых усиливает тот факт, что потребность в электричестве все время растет. По некоторым оценкам, между 2008 и 2035 годами потребность в электроэнергии вырастет на 80%, и природных ресурсов может просто не хватить, чтобы обеспечить такую нужду. Опасность могут представлять также мощные электромагнитные импульсы. А подобное случается только при невероятно огромной солнечной буре, либо после применения ядерной боеголовки в воздухе, что также ведет к локальному электромагнитному импульсу. Подобное действительно может на время отключить электрические приборы, причем чем выше в небе будет взорвана ядерная бомба, тем мощнее будет электромагнитный импульс. В 60-е американцы ставили эксперимент под названием Starfish Prime. На высоте 400 километров над Тихим океаном взорвали ядерную боеголовку, чтобы протестировать силу электромагнитного импульса. В 1500 километрах от эпицентра на Гавайях отключились 300 уличных фонарей, а многие телевизоры, радиоприемники и другая бытовая техника вышла из строя. А теперь о том, что произойдет в первую неделю после глобального отключения электричества. Допустим, электричество отключилось. Первые часы все будет как всегда. У каждого хотя бы раз дома отключалась энергия. Подозрительно, что телефон тоже не ловит связь, но ничего кроме этого не предвещает беды. Одна из первых проблем, с которой столкнутся люди – нехватка воды. В первую очередь это ударит по людям, живущим в загородных домах. Зачастую они не подключены к канализации и вынуждены выкачивать воду с помощью электрических насосов из колодца. Но и в городах, скорее всего, начнутся проблемы. Если в насосных станциях разом пропадет электричество, то вода в канализации исчезнет. Такое, кстати, уже случалось в городе Олен в США. Появятся проблемы с охлаждением и готовкой еды. Холодильники отключатся, электрические плиты перестанут работать. Давление газа в магистралях нагоняется электрическими компрессорами. Значит, газовые плиты тоже быстро придут в негодность. Если рассматривать такой блэкаут в рамках сценария с мощной магнитной бурей, то в этом случае удаленная коммуникация между людьми станет почти невозможна. Радиостанции, телевидение и интернет перестанут работать. Все современные средства оповещения исчезнут. Запасные генераторы тоже не помогут. Даже если буря не затронет мелкие персональные бензогенераторы, то включать их ради связи с людьми все равно бессмысленно. Центральные узлы коммуникации работать не будут. Вероятно, сначала вы решите пойти в магазин за продуктами, но большая часть супермаркетов работать не будет.
Сканеры товаров на кассе будут отключены. Карточкой расплатиться тоже не получится. Повезет, если кто-то согласится принимать наличные и не бить чеки. На улицах городов отключатся светофоры. В мегаполисах это мгновенно вызовет транспортный коллапс. А службы экстренной помощи, вроде пожарных, полицейских и врачей, не смогут нормально координировать свою работу по целому ряду причин. Ездить по улицам станет почти невозможно, да и дозвониться, чтобы позвать на помощь, не получится. Самолеты, находящиеся в воздухе, с трудом смогут сесть. С отключенной коммуникацией быстро начнется хаос, и скоординировать вылеты и посадки не получится. Вероятно, и многие из них не долетят до пункта назначения, вынуждены совершить экстренную посадку там, где глаза глядят. Не повезет и тем, кто будет в этот момент ехать в лифте. Выбираться оттуда придется вручную. Из-за нехватки сил полиции в крупных городах очень скоро начнется мародерство. Люди будут обворовывать магазины и аптеки, и вряд ли их кто-то сможет остановить. Но особенно пугает то, что может произойти с атомными электростанциями. Электричество помогает им охлаждаться, перегрев реактора может спровоцировать взрыв. Начнется так называемый meltdown или расплавление активной зоны ядерного реактора. Чисто технически именно это, например, произошло в Чернобыле. Просто в том случае реактор перегрелся не из-за нехватки электроэнергии. По идее, у станции есть запасные источники питания, которые должны мгновенно перехватить нагрузку на себя. Но несколько мощных электромагнитных импульсов сначала отключат основное питание, а потом и резервное. Нечто подобное, кстати, случилось на Фукусиме 11 марта 2011 года. Волна затопила аварийные генераторы, из-за чего система охлаждения нескольких реакторов дала сбой. Это обернулось одной из главных экологических катастроф того времени. Как мы видим, различные источники информации в разное время сообщают о том, что такая возможность действительно существует. А учитывая последнее заявление официальных лиц Австрии, то мы можем предположить, что этот инцидент, возможно, частично произойдет в некоторых странах. И, похоже, уже не так долго осталось ждать. Для многих обывателей лишиться интернета на несколько часов или сутки – это не критичная, но заметная неприятность. С помощью интернета мы общаемся с друзьями и родственниками, получаем важную информацию, оплачиваем услуги и товары. В глобальных масштабах интернет куда более ценная инфраструктура, на которой плотно завязана современная экономика, торговля и финансы. Что же будет, если во всем мире одновременно отключится интернет, и возможно ли это? В 2008 году в 12-м сезоне американского мультсериала «Южный парк» вышла серия «Конец соединения», посвященная утрате интернета. Когда одним утром главные персонажи проснулись, а доступ в сеть исчез. В этот момент их жизнь кардинально меняется. Как мы знаем, друзья, сильные мира сего любят показывать в фильмах, мультсериалах свои планы на ближайшие годы. Например, в «Симпсонах» также предсказали 11 сентября. В общем, вы понимаете, что все это предиктивное программирование возможного будущего. Сразу следует оговориться, что отрубить интернет весь и сразу по всему миру – титаническая задача из разряда фантастики. Разве что мощная геомагнитная буря из-за вспышки на Солнце способна сотворить такое. Или искусственный электромагнитный импульс, использование которого входит в обязательную стратегию нападения при современных войнах. Начнем с малого, с местных аварий на критической инфраструктуре. В 1975 году в здании телефонной станции New York Telephone Company произошел пожар, который нарушил обслуживание 175 тысяч клиентов в 300 кварталах Манхэттена. В числе пострадавших клиентов оказались 3 больницы, 3 полицейских участка, 2 университета и штаб-квартира крупной компании. Огнем были уничтожены 488 кабелей. Вплоть до самого верхнего этажа все остальное коммуникационное оборудование было повреждено дымом и коррозией. Поврежденные контакты и миллионы отдельных проводков зачищали и сращивали вручную. Над устранением последствий трудились 5000 человек. Восстановить работу телефонной станции в прежнем режиме удалось лишь за 23 дня. В ходе опроса жителей района после восстановления телефонной станции выяснилось, что 80% из них крайне не хватало телефона, особенно для связи с друзьями и семьей. Они чувствовали себя изолированными.
Современные центры обработки данных оборудованы многочисленными уровнями защиты критических помещений с серверами и дополнительными источниками энергии на случай отключения основного, но аварии на них случаются регулярно. Например, в марте 2018 года в дата-центре авиаперевозчика KLM отключилась подача электроэнергии, а мощности резервных дизель-генераторных установок не хватило для корректной работы всего оборудования. Часть серверов отключилась, несколько десятков рейсов пришлось отменять или переносить. В апреле того же года фондовая биржа Nordic NASDAQ остановила торги в Северной Европе на сутки, так как в дата-центре произошел несанкционированный запуск газовой системы пожаротушения. Дата-центр в аварийном режиме был обесточен. А в июне конфуз случился в дата-центре международной платежной системы Visa в Великобритании. Редкий дефект в коммутаторе стал причиной остановки миллионов транзакций по кредитным картам по всей стране в течение 10 часов. В январе 2020 года куда более масштабные проблемы произошли из-за обрыва ключевых подводных кабелей, которые соединяли часть Южной Африки с мировым интернетом. У побережья Габона и Конго оборвались два кабеля, что привело к проблемам с доступом в интернет для 4 стран и 120 миллионов человек. Конечно, в полной изоляции они не остались. Спутниковое соединение смогло обеспечить работу самых важных потребителей интернета. 2 годами ранее аналогичная авария привела к тому, что без интернета на 2 дня осталась Мавритания. Даже небольшой и, казалось бы, незначительный перебой может привести к серьезным убыткам и нарушению в работе многих экономических сфер. Но куда более масштабное отключение интернета случается после нажатия большой красной кнопки. В 2011 году, во время событий арабской весны, египетские власти полностью перекрыли интернет гражданам. Все крупнейшие провайдеры страны одномоментно перестали поддерживать протокол динамической маршрутизации. Перестали работать местные сайты. Исчез домашний и мобильный доступ в интернет. Это был удар как по гражданскому обществу, так и по бизнесам, связанным с интернет-коммуникациями. А их сейчас очень много. В России, например, опасается, что организация, которая заведует корневыми серверами ДНС и связана с США, может однажды стать инструментом политического давления и отключить Россию от сети. Корневые серверы ДНС помогают транслировать доменные имена в IP-адреса, тем самым обеспечивая работу интернета и наш удобный серфинг по ресурсам. Куда более серьезные нарушения в работе сети могут вызвать геомагнитные события, то есть необычная активность на Солнце, выбросы и последующие геомагнитные бури. В 1859 году на Земле была зарегистрирована самая мощная геомагнитная буря за всю историю наблюдений. Событие получило название «Солнечный супершторм». На рубеже августа и сентября на Солнце наблюдали многочисленные пятна и вспышки, а в сентябре произошел мощнейший корональный выброс массы. Всего за 18 часов он достиг Земли, на которой началась крупнейшая геомагнитная буря. Люди по всему миру наблюдали в небе северные сияния, а на поверхности случился отказ телеграфных систем викторианского интернета той поры. Ученые, основываясь на срезах льда из Антарктиды, полагают, что столь масштабные события с индексом геомагнитной активности случаются раз в 500 лет. По некоторым оценкам, этот индекс опустился ниже 1500 с минусом, а чем более отрицательный показатель, тем хуже. В современной истории с таким мы пока не сталкивались. Хотя в 1989 году что-то подобное происходило. Тогда основные масштабные сбои произошли в энергосистеме канадского Квебека. Они ощущались по всему миру при высокочастотной радиосвязи. Но следует обратить внимание на новое исследование под названием «Солнечные супербури. Планирование интернет-апокалипсиса». Оно показывает, что сбои могут быть катастрофическими, особенно для подводных кабелей, лежащих в основе глобального интернета. Исследование команды ученых, которая возглавляется специалистом по сетевым коммуникациям Абду Джиотти, указывает на дополнительный нюанс. Проблема в том, что даже при возобновлении подачи электроэнергии в течение нескольких часов массовые отключения интернета сохранятся на очень долгий период. В некоторых местах интернета не будет месяцы и, возможно, годы. Первым делом Абду Джиотти и ее авторский коллектив предлагают, конечно же, хорошие новости. В случае экстремального отключения интернета местная и региональная интернет-инфраструктура будет подвергаться низкому риску повреждения, поскольку оптическое волокно не подвержено влиянию геомагнитных токов. Также при построении локальных сетей кабель регулярно заземляется. Однако длинные подводные кабели,
который соединяет континенты, может ждать катастрофа. В результате солнечная буря, которая повредит эти кабели по всему миру, может вызвать массовую потерю связи, отключив страны от источника интернета, хотя и оставив при этом местную инфраструктуру нетронутой. Это все равно, что перекрыть поток в многоквартирный дом из-за прорыва водопровода. Что действительно заставляет задуматься, так это то, что с последними событиями мы увидели, насколько неподготовленным был мир. Тем более есть еще один фактор, который часто упускается из виду. Это ослабление защиты Земли от солнечных бурь, то есть слабость либо изменчивость магнитосферы. А это означает, что даже умеренная солнечная буря может быть проблематичной. Подводные интернет-кабели потенциально подвержены повреждениям от солнечной бури по нескольким причинам. Чтобы передавать данные через океаны в целости и сохранности, кабели оснащены ретрансляторами с интервалом примерно от 50 до 150 км в зависимости от кабеля. Эти устройства усиливают оптический сигнал, следя за тем, чтобы ничего не потерялось при передаче данных, в то время как оптоволоконный кабель напрямую не подвержен разрушению из-за геомагнитно-индуцированных токов. Внутренние электронные устройства ретрансляторов уязвимы, и при большом количестве отказов ретрансляторов весь подводный кабель выйдет из строя. Что же будет происходить, если повсеместно отключится интернет, мы с вами примерно можем предположить. Обширные регионы будут лишены электричества, так как поставщики не смогут получать информацию от датчиков в электросетях и домах и толком управлять снабжением в районах. Аналогичные проблемы можно ожидать и от водоканализационных систем, которые значительно поумнели. Финансовые центры прекратят операции, заказы будут остановлены, оплата не пройдет, контракты зависнут в воздухе. Огромное число дальнобойщиков окажутся без средств навигации, магазины без связи с поставщиками. Логистику может ждать серьезнейший сбой в цепочке поставок и сложных логистических системах, разрыв связей по всему миру. Банкоматы и банки перестанут выдавать наличность, так как не смогут связаться с процессинговыми центрами и потеряют доступ к собственным базам данных. Платежные терминалы перестанут работать с картами. Все это приведет к росту безработицы, проблемам с доступом к деньгам, со снабжением и распределением продуктов питания, массовой миграции. В любом случае, в краткосрочной перспективе любая резкая потеря интернета по всему миру приведет к шоку, как социальному, так и экономическому. И выход из него будет зависеть от того, как быстро мир сможет перестроиться на другие системы связи. Наш мир стремительно движется к тотальной цифровизации. Точнее, его двигают к этому определенные силы. Цифровизация – это интеграция цифровых технологий в повседневную жизнь путем оцифровки всех окружающих – человека, общества, вещей и событий. Свои национальные программы по развитию искусственного интеллекта принимает все больше стран по указке глобалистов. Активно развивается технология различных интернет-вещей и систем наподобие умного дома. Первые зачатки тотальной цифровизации экономики начали проявляться с появлением первых криптовалют. Затем о планах перевода своих национальных валют в цифру заявили множество стран. Опять же, как по указке. Например, в Китае уже идет тестирование цифрового юаня, правда, пока в ограниченных рамках. Но мало кто задумывается, что помимо опасности искусственного интеллекта, восстания машин против людей и тому подобного, есть реальные угрозы, которые уже сегодня могут уничтожить всю существующую систему. Наверное, каждый продвинутый и не только пользователь персонального компьютера сталкивался с ситуацией, когда он мог внезапно зависнуть, перезагрузиться или вообще отключиться. На мониторе внезапно появляется так называемый синий экран смерти, а в играх и программах выскакивают разного рода баги. В 99% случаев это ошибка программного обеспечения либо несовершенство кода. Однако в 1% случаев это ни от чего не зависящая и более не повторяющаяся аномалия. Сбой абсолютно рабочего устройства, в случае которого выявить причину ошибки невозможно на программном уровне. А следовательно, невозможно проследить какую-либо закономерность ее проявления и предотвратить возникновение подобной аномалии в будущем. С такими ситуациями микроэлектронная промышленность начала сталкиваться еще в 70-х годах прошлого века, когда интегральные схемы достигли критически малых размеров. Практически сразу стало очевидным,
что источниками подобных сбоев являются высокоэнергетические частицы излучения. Попав в интегральную схему, частица может полностью вывести ее из строя, наведя в отдельных элементах схемы вторичную радиацию. Но все же, к счастью, в абсолютном большинстве случаев частицы пролетают схему насквозь, не причинив физического вреда. В исследовании A New Physical Mechanism for Soft Errors in Dynamic Memories описаны механизмы подобных событий, их корреляция и частота возникновения, исходя из интенсивности облучения разных интегральных схем. Чаще всего такие лучи изменяют потенциал ячеек памяти микросхемы, например, заменяя 1 бит информации с 0 на единицу. Этот эффект именуют как расстройство одиночного события. В зависимости от того, где конкретно и какое воздействие частица оказала на микросхему, разнятся и последствия этого одиночного сбоя. Программа может либо просто выдать критическую ошибку данных, либо автоматически перезагрузиться, попытавшись восстановить свою работоспособность, а может продолжить работать, выдавая уже ошибочные данные, чем может спровоцировать каскадный эффект набора ошибок. И хорошо, если эта программа будет изолирована. Инверсированный бит можно переписать на правильный. Программа будет открыта для общего доступа и будет служить источником данных для выполнения некоторых программ или подпрограмм, отвечающих, например, за безопасность. Предположим, речь идет о кодах доступа к системе управления ядерными боеголовками. Интернет за последние 20 лет превратился в нервную систему современного общества. Любая сфера экономики сегодня завязана на быстрый обмен информацией через интернет. Его отключение приведет к самым катастрофическим последствиям. В первую очередь, как уже было упомянуто, от интернета зависит банковская система и торговля. Каждая транзакция, от покупки пиццы онлайн и до многомиллиардных траншей госкорпораций, сегодня обслуживается огромными дата-центрами, критически зависимыми от быстрого и стабильно работающего интернета. Современное общество уже не способно обойтись только наличными деньгами даже в повседневных покупках, и глобалисты сыграли здесь свою роль. Стоит также отметить, что не менее важна в современном обществе система связи. Сегодня мы постоянно на связи со своими родными и близкими, также на постоянной связи находится бизнес-среда, медицинское обслуживание, экстренные службы, силовые структуры и так далее. Несмотря на то, что система связи создается с большим запасом на случай аварийных ситуаций, она критически зависит от наличия электроэнергии, и при ее отключении, что как раз возможно ввиду глобального сбоя, проработает совсем недолго. Даже простая перегрузка сетей связи в новогодние праздники зачастую делает общение невозможным. А представьте, если интернета, который сегодня берет на себя львиную долю трафика, больше не станет. Даже с наличием электричества системы сотовой связи не справятся с перегрузками. Гораздо опаснее всевозрастающая зависимость электросетей от интернета. Управляющие центры электросетей связываются между собой по интернету, а сейчас через него также получают информацию о потребителях энергии. Исчезновение связи вызовет сбой и перегрузки сетей, которые могут привести к полному отключению электричества в больших районах. А электричество – это, как вы понимаете, основа жизни современного общества. И если оно исчезнет в крупном городе хотя бы на сутки, может наступить полный хаос. Для примера, крупная авария в энергосистеме в США и Канаде в 2003 году, когда без электричества остались около 10 миллионов человек и 40 миллионов США, продолжалась всего полчаса, но привела к огромным убыткам в 6 миллиардов долларов. Также в пример можно привести сбой в энергосистеме Нью-Йорка в 1977 году. Оставшийся на сутки без электричества город привел к массовым беспорядкам, поджогам, грабежам и мародерству. Даже если устоят электроснабжение и сотовая связь, это не спасет от коллапса экономики в крупных городах. Жизнь большого города – это десятки тысяч тонн товаров, привезенных в нужное место и нужное время. Москва, к примеру, съедает более 30 тысяч тонн продовольствия в сутки. Добавьте к этому ввоз лекарств и прочих непродовольственных товаров, топливо и вывоз мусора. Скоординировать перевозки такого количества товаров на коленке, например, по мобильному телефону, уже давно невозможно.
Этим занимаются тысячи фирм, координирующих действия по интернету. Исследование команды ученых, которая возглавляется специалистом по сетевым коммуникациям Абду Джиотти, указывает на дополнительный нюанс. Проблема в том, что даже при возобновлении подачи электроэнергии в течение нескольких часов массовые отключения интернета сохранятся на очень долгий период. В некоторых местах интернета не будет месяцы и, возможно, годы. Первым делом Абду Джиотти и ее авторский коллектив предлагают, конечно же, хорошие новости. В случае экстремального отключения интернета местная и региональная интернет-инфраструктура будет подвергаться низкому риску повреждения, поскольку оптическое волокно не подвержено влиянию геомагнитных токов. Также при построении локальных сетей кабель регулярно заземляется. Однако длинные подводные кабели, которые соединяют континенты, может ждать катастрофа. В результате солнечная буря, которая повредит эти кабели по всему миру, может вызвать массовую потерю связи, отключив страны от источника интернета, хотя и оставив при этом местную инфраструктуру нетронутой. Это все равно, что перекрыть поток в многоквартирный дом из-за прорыва водопровода. Что действительно заставляет задуматься, так это то, что с последними событиями мы увидели, насколько неподготовленным был мир. Тем более есть еще один фактор, который часто упускается из виду. Это ослабление защиты Земли от солнечных бурь, то есть слабость либо изменчивость магнитосферы. А это означает, что даже умеренная солнечная буря может быть проблематичной. Подводные интернет-кабели потенциально подвержены повреждениям от солнечной бури по нескольким причинам. Чтобы передавать данные через океаны в целости и сохранности, кабели оснащены ретрансляторами с интервалом примерно от 50 до 150 километров в зависимости от кабеля. Эти устройства усиливают оптический сигнал, следя за тем, чтобы ничего не потерялось при передаче данных, в то время как оптоволоконный кабель напрямую не подвержен разрушению из-за геомагнитно индуцированных токов. Внутренние электронные устройства ретрансляторов уязвимы, и при большом количестве отказов ретрансляторов весь подводный кабель выйдет из строя. Что же будет происходить, если повсеместно отключится интернет, мы с вами примерно можем предположить. Обширные регионы будут лишены электричества, так как поставщики не смогут получать информацию от датчиков в электросетях и домах и толком управлять снабжением в районах. Аналогичные проблемы можно ожидать и от водоканализационных систем, которые значительно поумнели. Финансовые центры прекратят операции, заказы будут остановлены, оплата не пройдет, контракты зависнут в воздухе. Огромное число дальнобойщиков окажутся без средств навигации, магазины без связи с поставщиками. Логистику может ждать серьезнейший сбой в цепочке поставок и сложных логистических системах, разрыв связей по всему миру. Банкоматы и банки перестанут выдавать наличность, так как не смогут связаться с процессинговыми центрами и потеряют доступ к собственным базам данных. Платежные терминалы перестанут работать с картами. Все это приведет к росту безработицы, проблемам с доступом к деньгам, со снабжением и распределением продуктов питания, массовой миграции. В любом случае, в краткосрочной перспективе любая резкая потеря интернета по всему миру приведет к шоку, как социальному, так и экономическому. И выход из него будет зависеть от того, как быстро мир сможет перестроиться на другие системы связи. Друзья, а как вы думаете? Об этом напишите в своем комментарии под видео. Также поставьте пальцы вверх, если видео вам понравилось и натолкнуло на определенные мысли, и поделитесь им со своими единомышленниками. Не лишним будет и подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Всем пока!